Древнегреческий историк Геродот называл Египет даром Нила, а сами жители называли свою страну Черной землей или Кемет. Кто прав? Какое место в жизни египтян занимал Нил? Как природные условия страны были связаны с занятиями ее жителей? Цивилизация Древнего Египта зародилась в 4 тысячелетии до нашей эры на берегах благодатного Нила в северо-восточной части африканского континента. Нил – одна из самых больших рек мира. Она начинает свой длинный путь в Центральной Африке и впадает в Средиземное море. Перед впадением в море Нил разветвляется на водные рукава и образует широкую дельту – плодородную долину, напоминающую по своей форме треугольник. В древности берега Нила зарастали высокой травой, папирусом, душистыми рощами акаций, финиковых пальм и виноградом. В зарослях папируса водились бесчисленные стаи птиц. Река изобиловала рыбой. В воде жили крокодилы и бегемоты. В землях древнего Нила обитали антилопы, кабаны и львы. К долине Нила прилегали красные земли пустыни и невысокие горы, богатые различными породами камня и глины. К востоку от дельты находились залежи медной руды, а на юге Древнего Египта – золото. Природное богатство использовались в строительстве и для изготовления орудий труда. Из папируса вязали плоты и строили лодки, получали специальный материал для письма. В Египте дожди выпадают редко, зато часто бывают засушливые ветры-суховеи. В апреле-мае они дуют из Ливийской пустыни на протяжении 40-50 дней. Растение увядает, сухая земля трескается. Спасительная прохлада приходит с севера. В июне в местах, откуда течет Нил, начинается сезон дождей и таяние снегов в горах. Уровень воды в Ниле резко поднимается. Река выходит из берегов, разливается, затапливая прибрежные земли и почти всю дельту. Разлив длится 2 месяца, с середины июля до середины сентября. Затем вода спадает, оставляя после себя ил. Мягкий и вязкий осадок из частиц полусгнивших растений и горных пород. За несколько тысячелетий толщина наносов в отдельных местах достигла более 10 метров, поэтому древние египтяне называли свою страну Черной землей. Люди издавна заселяли долину Нила. Основным занятием населения было земледелие. Сельскохозяйственные работы всецело зависели от разливов Нила, к которым земледельцы готовились особенно тщательно. Строили каналы и большие водохранилища. Из глины и камыша сооружали специальные насыпи или дамбы. В дамбах делали маленькие ворота. Во время разлива их открывали и пропускали воду, а затем закрывали, и таким образом надолго сохраняли оставшуюся часть воды в водохранилище. Со временем египтяне научились строить специальное подъемное устройство – шадуфы. С помощью этих колодезных журавлей воду подавали на возвышенности и орошали поля во время засухи. Земляные работы выполняли сообща всей земледельческой общиной. Так в Древнем Египте возникло орошаемое земледелие. В середине сентября начинался сезон пахоты и сева. Вначале землю рыхлили мотыгой, затем появились сыха и деревянный плуг. В плуг впрягали валов. После вспашки поля засевали пшеницей и ячменем. В феврале-марте египтяне собирали урожай. Пшеницу и ячмень жали медными серпами. Во время жатвы срезались лишь колоски. Их молотили на таку, бросая под ноги домашнему скоту. В это же время на огородах собирали разные овощи – бобы, горох, огурцы, лук, чеснок. Древние египтяне были хорошими садоводами, выращивали финики, инжир, гранаты и разные сорта винограда. Они разводили также домашнюю живность – коров, овец, коз, ослов, домашних гусей и уток. Рыбу ловили сетями или специальными ловушками. В Древнем Египте было широко развито ремесло. Ремесленники научились выплавлять медь, а в середине 2-го тысячелетия до нашей эры – бронзу. Развивалось кожевенное дело. Из выделанных шкур животных изготавливали сандалии и ремни. Шкурами обтягивали боевые щиты и колесницы. Египтяне славились производством тканей и ювелирных изделий. Ткани были разные. Тонкие, как паутина, для богатых, и грубые, более дешевые, для бедняков. Особенно ценились ткани из льна, которые впервые научились выращивать и обрабатывать в Древнем Египте. Египтяне также умели выплавлять стекло из песка и соды, а с помощью различных примесей получать цветное стекло. В стране была хорошо развита меновая торговля, от слова «менять». Подведем итоги. Египет расположен в северо-восточной Африке. Это страна с жарким и засушливым климатом. Река Нил и ее разливы имели важное значение в жизни древних египтян. Орошаемое земледелие требовало огромных усилий больших коллективов людей.
Древние египтяне были не только искусными земледельцами, но и умелыми ремесленниками. А теперь вопрос, как ты считаешь, прав ли был древнегреческий историк Геродот, называя Египет даром Нила? Докажи свою позицию, напиши ее в комментариях. Они были живым воплощением Бога. Зайдя на трон, они начинали строительство своей гробницы. Какой властью обладали они, правители Египта? На чьем труде покоилось могущество владык Древнего Египта? В конце 4-го тысячелетия до нашей эры в долине Нила образовались два больших царства. Одно в низовье Нила, его дельте, Нижний Египет, другое на юге страны, или Верхний Египет. Царь Нижнего Египта носил красную корону, а царь Верхнего Египта – белую. Около 3000 года до нашей эры правитель Южного царства одержал победу над своим северным соседом и объединил страну в одно государство. Он стал носить двойную корону – белую, вставленную в красную. Его преемники отныне именовались царями Верхнего и Нижнего Египта. Столицей единого государства был город Мемфис, что переводится как «белые стены», расположенный недалеко от современного Каира. Вся власть в Древнем Египте принадлежала царю, древние египтяне почитали его как бога. Даже самые знатные люди безоговорочно подчинялись ему. Людям запрещалось произносить вслух имена своих царей. Говоря о них, они использовали слово «пер-о», означавшее «большой дом». Древним грекам в этом слове почутилось «фараон». Этим объясняется, почему царя Древнего Египта мы называем фараоном. Египтяне считали, что фараон должен жить вечно. После смерти в специальных домах вечности или гробницах. По приказу фараона десятки тысяч людей строили гробницы. Самые величественные создавались в форме огромных пирамид. Пирамиды – величайшее сооружение не только древности, но и современного мира. Они считаются первым из 7 чудес света. Фараон управлял государством с помощью вельмож, близких и доверенных лиц, советников, военачальников и чиновников, то есть людей, которые находились на службе. Высшим чиновником при фараоне был Чати, которому подчинялись все остальные чиновники. Особое положение занимал чиновник, который распоряжался продовольственными запасами страны, а также наставник и воспитатель детей фараона. Чиновники управляли в селах и городах, руководили строительными работами, следили за оросительными системами и всем, что происходило в стране. Наиболее важной обязанностью чиновников был сбор налога с земледельцев и ремесленников. В Древнем Египте регулярно проводилась перепись населения. Учет налогов и перепись вели писцы, которые представляли власть фараона на местах. Благодаря чиновникам царь знал все о своих подданных. У фараонов была хорошо организованная армия. Она поддерживала власть фараона внутри страны, служила для защиты от врагов и расширения территории государства. Система управления государством, при которой высшая власть принадлежит одному человеку, называют монархией. Все богатства страны создавались земледельцами и ремесленниками. Первоначально они трудились сообща под строгим присмотром чиновников. Продукты их труда поступали в государственное хранилище, которые находились в распоряжении правителя. Простые труженики получали лишь минимум необходимого для жизни – орудия труда, одежду и продовольствие. Со временем земледельцам стали выделять небольшие участки земли, на которых они вели собственное хозяйство. За пользование участком земледельцы отдавали в виде налога часть урожая и приплода скота фараону и храмам. Низшую ступень занимали рабы. Как правило, это были пленные, захваченные во время войн. Рабы не имели земли и другого имущества и должны были работать на своего господина. Их можно было купить и продать. Древние египтяне высоко почитали своих богов и фараонов. В их честь воздвигались величественные храмы. Богослужения и священные обряды в храмах совершали специально обученные люди – жрецы. Жрецы считались мудрецами и хранителями древнейших знаний. Они вели астрономические наблюдения, многое сделали для развития математики и медицины. Власть жрецов над людьми была огромной. Некоторые из них соперничали с фараонами и даже становились правителями Древнего Египта. Таким образом, около 3000 года до нашей эры в Египте было создано единое государство. Древний Египет представлял собой государство с хорошо организованной системой управления и неограниченной властью фараона. Опорой царской власти были войско и многочисленные чиновники. Простые труженики получали лишь минимум необходимого для жизни – орудия труда, одежду и продовольствие. Большую роль в жизни Древнего Египта играли жрецы. А теперь вопрос, как ты считаешь, почему профессия писца ценилась выше многих других? Пиши свой ответ в комментариях. Создатель одной из древнейших империй. Фараон, подписавший первый известный в истории мирный договор. Правитель, первый попытавшийся установить единобожие. Как звали этих фараонов?
В 18 веке до нашей эры в Древний Египет вторглись кочевые племена гиксосов из Передней Азии. Кочевники сражались на боевых колесницах, запряженных лошадьми. Египтяне же применяли тактику пешего боя. О существовании лошадей они еще не знали. Завоевав Египет, гиксосы управляли страной свыше 100 лет. Около 1600 года до нашей эры они были изгнаны. Страна оправилась от разрухи. Египтяне научились разводить лошадей и делать боевые колесницы. Отряды воинов, сражавшихся на колесницах, составили грозную силу египетской армии. Кроме того, применение бронзовых орудий труда привело к увеличению площади обрабатываемых земель и росту урожая. Все это делало государство более богатым и сильным. Столицей единого государства в это время стал город Фивы. Покровитель Фив, бог солнца Амон, превратился в важное божество для всего Древнего Египта. С этого времени начинается эпоха наибольшего могущества древнеегипетского государства. Фараоны вели успешные войны. Они подчинили своей власти многие соседние страны. Великим завоевателем древности был фараон Тутмос III, живший в 15 веке до нашей эры. При нем территория Египта увеличилась втрое. Фараону подчинили страны Восточного Средиземноморья, Палестина и Сирия. На юге он завоевал богатую золотом Нубию. Армия фараона продвинулась в Переднюю Азию и дошла до берегов Ефрата. Всего за свою жизнь Тутмос III совершил более 20 военных походов. Знаменитым полководцем был фараон Рамзес II, правивший в 13 веке до нашей эры. Фараон вел войны с могущественным царством хеттов, но ему так и не удалось покорить их государство. Примерно в 1258 году до нашей эры между египтянами и хеттами был подписан первый известный в истории мирный договор. Рамзес II прославился не только как завоеватель, но и как строитель. В его долгое царствование были построены новые храмы, поражавшие своими невероятными размерами. Фараоны собирали с покоренных народов огромную дань. В Египет поступали золото, слоновая кость, дорогие ткани, ценная древесина, зерно, лошади и скот. Тысячи людей угонялись в рабство. Живые убитые, так называли в Древнем Египте рабов. Рабы не имели никаких прав и трудились на самых тяжелых работах. Богатая добыча позволяла фараонам одаривать народ подарками. По случаю военных побед в столице устраивались пышные торжества. Важным событием в истории Древнего Египта были реформы царя Эхнатона. Этот фараон правил в XIV веке до нашей эры. Он считал, что жрецы обладают слишком большой властью и надо этому положить конец. Фараон задумывался также над тем, почему египтяне поклоняются многим богам, и пришел к выводу, что бог один. Эхнатон провел большие изменения и перемены, или реформы, в религиозной жизни египтян. Он объявил бога Атона единым богом для всех египтян, а себя его единственным сыном. Однако установление культа единого бога в Древнем Египте было недолгим. После смерти фараона-реформатора жрецы восстановили поклонение прежним богам и свое влияние в египетском обществе. После правления Рамзеса II древнеегипетское государство постепенно утрачивало свое былое могущество. Завоеватели разоряли страну и ослабляли власть фараонов. Поэтому в VI веке до нашей эры Египет был легко завоеван Персией и стал одной из богатейших областей этой державы. Подведем итоги. Во время правления фараонов Тутмоса III и Рамзеса II были завоеваны обширные земли. В период наивысшего могущества древнеегипетская держава простиралась от берегов Нила до берегов Ефрата. Власть фараонов опиралась на хорошо обученную и организованную армию. Фараон Эхнатон впервые в истории пытался ввести единобожие. С течением времени Древний Египет подчинился более могущественным завоевателям. А теперь вопрос: как ты считаешь, почему реформа Эхнатона не была продолжена после его смерти, а жрецы постарались уничтожить память о нем? Пиши свой ответ в комментариях. Подобен каменному идолу неуч, кого не обучал отец. Чему учили египтяне своих детей? Как выглядели их дома и одежда? Каким продуктам они отдавали предпочтение? Большинство египетского народа составляли земледельцы и ремесленники, которые трудились на полях, на строительстве и мастерских. Они должны были прокормить не только себя, но и фараона и его вельмож, советников и военачальников, а также многочисленных чиновников, воинов и песцов. Не случайно на древнеегипетских изображениях можно увидеть разнообразные виды земледельческих и ремесленных работ. В древнеегипетских текстах упоминаются кузнецы, а также каменотесы, строители, ткачи, ювелиры и другие ремесленники. Описывается их бедность и нелегкий труд с утра до поздней ночи.
Особенно тяжелым был труд земледельцев. Кроме обработки полей, они должны были выполнять работы по поддержанию в порядке оросительных систем, участвовать в строительстве царских дворцов, храмов и дорог. Простые египтяне жили в небольших глинобитных домиках, в которых не было почти никакой мебели. На земляном полу папирусная циновка, возле очага глиняная посуда. Крышу дома часто использовали для ночлега. Иначе жили правители Древнего Египта. Вельможи, жрецы и знатные люди во всем и всегда стремились подражать фараону. Жили они в роскошных дворцах, окруженных высокими глиняными стенами. Дворцы, как и все дома в Древнем Египте, строились из кирпича. Крыша плоская. По вечерам, когда спадает жара, на ней собиралась вся семья для отдыха. Покои внутри дворца оштукатурены и покрыты рисунками. Дворец расположен в саду среди цветов и фруктовых деревьев. Посреди сада находится пруд. В нем плавают гуси и утки. Чуть поодаль хранилище для зерна, кухня, хлебопекарня, колодец, а также хижины для слуг. Сегодня с утра во дворце царит необычная суета. Это верный признак того, что в нем готовятся к приему гостей. Слуги поливают цветы и деревья, что-то толкуют в ступах. Женщины-рабыни растирают зерно каменными зернотерками, готовят разнообразные блюда. Наконец, слуги застилают пол самой большой комнаты свежими тростниковыми циновками. Вокруг развешивают многочисленные гирлянды из цветов лотоса. К этому времени огонь в бронзовой жаровне прогорел. На угли кладутся кусочки пахучей смолы, все вокруг наполняется сладким запахом благовоний. Слышно, как музыканты настраивают свои инструменты. Ждут своей очереди акробатки и танцовщицы. Напитки и яства поданы. Все готово для приема гостей. Жаркий климат не требовал сложной одежды. Египтяне одевались легко и удобно. У богатых женщин были белые льняные платья, напоминающие сарафан. У мужчин передники, чем-то похожие на юбку. Одежду такого же фасона носили простые люди, только делалась она из грубого полотна. По дому египтяне обычно ходили босиком. Сандалии надевали лишь тогда, когда уходили со двора. О богатстве и зажиточности людей свидетельствовали ювелирные украшения и драгоценности. Семья в Древнем Египте ценилась особенно. Женщины пользовались уважением и имели право владеть имуществом. Египтяне очень любили своих детей. Почти до 3 лет ребенок не расставался с матерью. Девочки учились дома. Мальчики старались овладеть профессией своего отца и посещали школу. Образованный юноша даже из простой семьи мог продвинуться по государственной лестнице. Непослушание осуждалось и в семье, и в обществе. «Любим Богом послушный, непослушный ненавидим Богом», говорится в египетском поучении. Еда большинства египтян была простой. Основными продуктами питания являлись пшеничные или ячменные лепешки, каши, сушеная рыба, овощи, огурцы, чеснок, лук и салат. Богатые питались намного лучше. В их рационе были также мясо, сыр, фрукты, а из напитков – молоко, пиво и вино. Подведем итоги. Жизнь богатых и знатных египтян отличалась от жизни простых тружеников. Всех жителей Египта объединяли их общие ценности – вера в одних и тех же богов и уважительное отношение к семье, женщинам и детям. Между прочим, 1000 лет назад, как и сегодня, игрушки и игры занимали важное место в жизни детей и взрослых. Египетские девочки обожали своих кукол, изготовленных из холста, глины или дерева. Археологи нашли игрушки в виде животных: крокодила с огромными челюстями, маленьких лошадок на колесах, мышку с подвижным хвостом. Самой популярной настольной игрой был синет, возможно, старейшая известная игра с передвижением фишек на доске. Что ж, а теперь вопрос. Как ты считаешь, почему в Древнем Египте большой ценностью считалась семья? Какие традиции древнеегипетской семьи не потеряли значения в наши дни? Пиши свой ответ в комментариях. Когда персидский царь атаковал войска фараона, персы держали перед собой каких-то животных. В результате сражение закончилось полным поражением египтян. Всесильными животными оказались кошки. Почему жители Египта так трепетно относились к этим животным? Кого еще обожествляли и во что они верили? Египтяне считали, что природой и жизнью людей управляют боги, поэтому они поклонялись огромному количеству богов. Голубое небо для них было богиней Нут. Ее представляли в виде женщины, то в виде небесной коровы со звездами на теле. Солнце – это бог Ра, плывущий по небу в золотой ладье. Ночь наступает, когда Ра спускается под землю и сражается с богом тьмы. Победив его, Ра вновь утром появляется на небе. Бог Ра был самым почитаемым в Древнем Египте, ведь от солнца исходит свет и тепло. Ра дарует жизнь людям, животным и растениям. У него было не одно, а несколько имен – Амон-Ра, Хнум-Ра и другие. Фараоны считались сыновьями бога Ра и использовали в своих именах его имя. Немало природных явлений вызывали у египтян необъяснимый ужас.
Особенно страшной и враждебной им казалась пустыня. Оттуда дули обжигающие песчаные ветры-суховеи, кочевые племена совершали набеги на мирных земледельцев. Грозную пустыню египтяне представляли в виде злого бога Сета, который убил своего родного брата Осириса, бога природы и растений. После засушливых ветров природа вновь возрождалась. Египтяне считали, что вместе с ней оживает и убитый Осирис. Жители Древнего Египта торжественно отмечали праздник возрождения бога Осириса, земледельческий праздник плодородия. Многие египетские боги изображались телом человека и головой священного животного, которого обожествляли египтяне. Для поклонения богам и поминания фараонов в Древнем Египте сооружались храмы. Египтяне строили их из камня. Вдоль пути, ведущего к храмовым воротам, часто устанавливались изваяния сфинксов, фантастических существ с телом льва и головой человека. Величественные колонны украшались цветным орнаментом и позолотой. Чаще всего они напоминали связку стеблей папируса или лотоса. Важнейшим местом храма было святилище. Здесь находились каменные статуи богов. Перед ними столы для жертвоприношений. На них складывали подарки богам – цветы, овощи, гусей, телят. Фараоны дарили храмам земли, золото и драгоценности. Все внутри и вокруг храма внушало священный страх и трепет перед изображениями богов. Египтяне верили в загробную жизнь, верили в то, что душа умершего попадает в подземное царство. Там на троне восседает бог Осирис и вершит свой справедливый суд. Он проверяет, был ли умерший при жизни добрым и праведным человеком или творил зло. Праведники остаются в царстве Осириса, где зреет зерно на полях и вдоволь чистой прохладной воды. Грешников пожирает страшное чудовище с телом льва и пастью крокодила. Чтобы сохранить бессмертие и благополучное пребывание в царстве мертвых, тело умершего бальзамировали. Для этого существовала довольно сложная процедура. Тело выдерживали в специальном растворе, затем пропитывали бальзамом, смолами, благовониями и обматывали льняными тканями. На лицо умершего клали маску, напоминающую покойника. Так получалась мумия, неразлагающееся мертвое тело. Мумию укладывали в разукрашенный гроб, саркофаг, сделанный в виде человеческого тела. Саркофаг хранили в гробнице. Только теперь, как считали египтяне, мертвый был готов к вечной жизни. Древние египтяне обожествляли священных зверей и птиц – гиппопотама, корову, кобру, сокола, ибиса и других. В Мемфисе был храм, при котором жил бык Апис, символ плодородия, которого обслуживали жрецы и слуги. После его смерти по всей стране искали нового быка, обязательно с белым треугольником на лбу. Особенно почитали египтяне богиню кошку Бастет. И в этом не было ничего удивительного, ведь кошка была одним из самых полезных животных. Она уничтожала мышей и оберегала этим урожай. Египтяне верили, что крокодил в водах Нила – это бог Себек. Когда человека съедал крокодил, то люди считали, что бог оказал этому несчастному особую милость. Грозную богиню войны высекали в виде женщины с головой львицы. Бога мудрости и письма Тота в виде человека с головой ибиса, птицы, похожей на журавля. С особым почтением относились древние египтяне к Нилу. В период благодатных разливов реку называли Хапи и поклонялись ей словно богу. В честь Хапи слагались молитвы и гимны. Таким образом, у жителей Древнего Египта существовала сложная религия. Египтяне поклонялись священным животным и множеству богов, верили в загробную жизнь и обожествляли фараонов. В честь богов сооружались величественные храмы. Некоторые из них частично сохранились до наших дней. А теперь вопрос. Как ты считаешь, с какой целью проводился обряд мумифицирования? Как ты думаешь, почему египтяне боялись умереть на чужой земле? Пиши свой ответ в комментариях. Древних египтян называют учителями учителей других цивилизаций. Какой вклад внесли древние египтяне в развитие мировой науки и искусства? Как и чему учили детей в Древнем Египте? Давным-давно уже нет языка, который звучал на берегах Древнего Нила. Жители современного Египта говорят на арабском. Зато с древнейших времен до нас дошли многочисленные памятники культуры Древнего Египта. Статуи, обелиски, руины храмов и гробницы. На них сохранились письменные знаки на древнеегипетском языке. Только в XIX веке французскому ученому Шампольону удалось расшифровать эти древние надписи. Они и поведали нам об истории и культуре Древнего Египта.
Древние египтяне писали заостренными палочками на специальном материале из папируса. Его производство требовало больших усилий и времени. Расходовали этот материал экономно. Для удобства длинные ленты пищевого папируса сворачивали в свитки. Во многих европейских языках слово «бумага» происходит от слова «папирус». Например, «папера» в белорусском языке или «paper» в английском. Изобретение письменности было важнейшим культурным достижением Древнего Египта. В древнеегипетских школах учились только мальчики, но школу иногда могли посещать и девочки. Дети обучались письму, чтению и счету. Писать учились на черепках разбитой посуды и только затем на старом папирусе, предварительно смыв ранее написанные значки или иероглифы. Новый папирус давали только тем ученикам, которые успешно учились. В школе дети читали поучительные тексты, стихи и сказки. Обучение было очень тяжелым. От учеников требовалось заучить сотни значков. Ленивых детей наказывали плетью. Не случайно возникла поговорка «ухо мальчика на его спине». И сегодня мы можем прочитать запись на папирусе, в которой отец поучает своего сына. Он убеждает мальчика не лениться и хорошо учиться, чтобы стать писцом. Ведь чиновникам и писцам, как вы уже знаете, жилось намного лучше, чем ремесленникам или земледельцам. До наших дней сохранились многие образцы древнеегипетского искусства. Выдающимися архитектурными постройками являются пирамиды. В таких гробницах хоронили фараонов. Пирамиды строили к западу от Нила. Египтяне считали, что царство мертвых находится там, где заходит солнце. Недалеко от столицы современного Египта находятся 3 крупнейшие пирамиды. Самая знаменитая из них – фараона Хеопса. Во время раскопок в древнеегипетских храмах и гробницах археологи находят множество скульптур. Это говорит о том, что египтяне придавали большое значение этому виду искусства. Они верили, что статуи служат вместилищем душ умерших людей, поэтому старались точно изобразить их черты. Живопись и рельефы Древнего Египта служили в основном для украшения гробниц и религиозных строений. Их цель состояла в том, чтобы помочь умершему в загробном мире иметь все, что у него было в земной жизни. Художники изображали сцены с участием людей и богов, отображали все стороны жизни древних египтян. Для сохранности рисунки покрывались слоем лака или смолы. Знания древних египтян об окружающем мире развивались на основе их практической деятельности и связаны были в первую очередь с земледелием. С незапамятных времен жрецы вели наблюдение за звездным небом. Они не могли не заметить, что вода в Ниле прибывает именно в тот период года, когда на небе появляется звезда Сириус. Ее появление считалось началом Нового года. Египтянами был создан календарь. Египетский календарь состоял из 365 дней. Из такого количества дней состоит и наш современный годовой календарь, в основу которого положено движение Земли вокруг Солнца. Таким образом, земледелие дало толчок для развития астрономии, науки, которая изучает звезды, планеты и другие небесные светила. Наблюдая за звездами, египетские жрецы использовали часы. Сначала солнечные, а затем водяные. В солнечных часах время определялось по движению тени. В водяных часах счет времени шел по тому, сколько воды вылилось из сосуда с отверстием определенного диаметра. Сколько вылилось воды, столько и времени утекло. Больших успехов древние египтяне достигли в области медицины. Бальзамируя умерших людей, они хорошо изучили внутренние органы и строение человеческого тела. Правда, причиной болезни считались злые духи, поэтому больных лечили не только лекарствами, но и молитвами и заклинаниями. Во время раскопок в Египте ученые-археологи нашли много медицинских инструментов. Были обнаружены также папирусы с описанием болезней и рецептами. По всей вероятности, это были первые книги по медицине. Благодаря трудовой деятельности возникла математика. Представьте себе, ремесленник должен был знать, сколько частей олова и меди надо взять, чтобы выплавить бронзу. Царский писарь подсчитывал, каких размеров крестьянское поле и сколько урожая с него можно получить. Архитектор рассчитывал, сколько рабочих и сколько камней ему потребуется для строительства пирамиды или храма. Таким образом, в Древнем Египте создали иероглифическое письмо и научились изготавливать папирус. Искусство было тесно связано с религиозными представлениями египтян.
Древние египтяне накопили глубокие знания в медицине, математике и астрономии. А теперь вопрос. Как ты считаешь, как были связаны религии египтян и развитие искусства? Пиши свой ответ в комментариях.